Здорово, народ! С вами Акер Механик. Сегодня отвечаю на вопросы подписчиков, хоть довольно-таки избитая тема. Как долго можно не менять масло в двигателе? Вы, в принципе, все вы знаете, автопроизводители, компании, которые выпускают масло, да, в принципе, и я в том числе, пугаем вас различными техническими нюансами, ужасами, так сказать, которые вас подстерегают при редкой замене масла, да, что вы можете реально попасть на различные неисправности, если не своевременно не поменяете масло. Сегодня хочу рассказать о другом. Так ли все страшно на самом деле? На самом деле, даже если вы вдвое превысите срок замены масла в моторе, в среднем сейчас он у всех производителей составляет где-то 15 тысяч километров. Если вы поменяете на 30, то ничего уж страшного с ним, с мотором, я имею в виду, не произойдет, в принципе. Особенно если автомобиль свежий. Всякие истории о том, что творится внутри двигателя, во что там превращается масло, когда владельцы особо упоротые не меняют масло по 100 тысяч с лишним километров. Вы видели, в принципе, предостаточно, я об этом вам рассказывать не буду. Это просто понятно. Но моторное масло может превратиться в бурую жижу или в крем вовсе даже и не из-за большого пробега. Кстати, обычно автомобили с этой чачей внутри обычно еще и ездят. Сам лично видел в свое время предостаточно автомобилей, особенно в 2000-х годах. Например, А4 с 1.6 атмосферником, на котором не меняли масло 50 тысяч километров. Да, черноватое было. И ничего. Так что речь в подобных случаях, как правило, шла о старых проверенных моторах, атмосферниках, которые в нынешних условиях, как правило, редкость. И с современными турбированными моторами у вас такой фокус вряд ли пройдет. Потому что если единственный вариант есть, то отдельные коммерческие версии моторов у различных производителей, где объем масляной системы, как правило, превышает стандартный, как у легкового автомобиля, в 1,5 раза. Конкретный пример, чтобы вас не утомлять. Например, 2-литровый турбодизель у концерна Volkswagen, где стандартный объем масляной системы составляет 4 с небольшим литра. А в коммерческой версии, которые ставятся на микроавтобусы, мини-пикапы и так далее, составляет 7,2 литра. И поэтому при некоторых условиях эксплуатации, даже написано в сервисной книжке, вполне легально позволяет на этом моторе менять масло даже 30 тысяч километров. Получается, основные-то функции моторного масла, основные это уменьшение трения, но оно и отводит тепло, и защищает от коррозии внутреннюю поверхность, удаляет нагар от, в принципе, и другие отложения, которые образуются в процессе работы двигателя. Удаляет продукты износа, микроскопические, но они всегда есть в трущихся частях. Когда масло, получается, стареет, оно теряет большую часть всех этих свойств, которые я перечислил. По моему мнению, основное, что масло, это трение, и когда оно стареет, из-за насыщения масла продуктами работы двигателя, это может быть и сажа, это могут быть и смолы, которые оседают на форсунках. Это касается и бензиновых моторов. У бензиновых моторов в процессе сгорания бензина тоже есть и сажа, и смолы. Кстати, их смол больше достаточно при сгорании бензина. Естественно, ухудшается и способность смазывать и образовывать пленку, когда масло становится, например, от сажи более жидкое. А сажа разжижает масло, кто не в курсе. Я не буду говорить, что там увеличится трение и так далее, бла-бла-бла, это все фигня. У турбированных двигателей от старого масла в первую очередь страдает турбина. Почему? Кстати, турбины сейчас чем дальше, тем становится, получается, сложнее.
Они все с изменяемой геометрией, битурбо, грубо говоря, работающие раздельно друг друга, подзаменяющие и так далее. То есть ввиду очень точного сочленения охлаждения ротора турбины, на чем вращается подшипник турбины, да, старое масло, оно хуже отводит тепло, и турбина начинает перегреваться. И на ней, вот в этом месте, начинает образовываться накокс, вот самое плохое, а потом происходит усиленный износ турбины. То есть, турбина в итоге стареет от старого масла. Со временем, естественно, вы получите просто изношенную турбину, зато вы сэкономили на масло. Кстати, не только турбина перегреваются внутренние части двигателя как таковые. Хоть и стрелка у вас этого никогда не покажет. Температура внутри двигателя намного выше, чем температура, скажем, того же антифриза, который будет у вас стоять стабильно на 90 градусов. Что касается присадок, о которых я говорил в каком-то своем давнишнем видео, различные там супротеки и то, что есть присадки изначально, они содержатся в масле. Да, их работа вообще в принципе не бесконечна по сути. То есть они разбавляются. Главная проблема, что они разбавляются продуктами износа, в первую очередь сажей. Кто не в курсе, я уже сказал, сажа разбавляет масло. И продукты горения, что сводит в принципе их работу к нулю. Смазывающие какие-то свойства остаются, а присадки не работают. Рано или поздно всевозможная химия, возникающая в процессе сгорания, оседает и в камере сгорания, и в масляных каналах, особенно с прямым прыском топлива. Засоряет их, в принципе, ухудшает условия смазывания. Все достаточно просто. Вот, кстати, почему масло именно дизельных моторов отличается от двигателей, которые работают на бензине. В нем больше пакетов присадок, которые обладают моющими свойствами двигателя изнутри. И поэтому, когда масло у дизельного двигателя стареет, он интенсивно начинает засоряться. Следующий момент, который может быть спорен, но я ему отвечу, масляный фильтр, кстати. Он, конечно, довольно-таки долгоиграющий, если качественный, но со временем из-за забитости, особенно это касается дизелей, продуктами отсеивания, той же сажи, будет вынужден по давлению пускать масло напрямую, минуя масляный фильтр как таковой. Я это рассказывал тоже в одном из своих видео. Вот. И в конце концов ресурс всего не бесконечен. И поэтому ваша экономия на замене масла, она, конечно, не так страшна, что вот завтра у вас прямо сломается мотор. Но чем современнее двигатель, тем быстрее для него наступит тот момент, когда экономия на масле приведет вас даже не к 10-кратному вложению для его ремонта. Думаю, на сегодня все. С вами был Акер Механик. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, если понравилось видео. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик подписки. Всем спасибо и пока.